Слушайте, вот на любой выставке, когда попадаешь в павильон Samsung, прямо сразу накатывает такой вайб высоких технологий. Ну, реально. Привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике, подписывайтесь. И в этом видео я расскажу про все самые интересные новинки для дома от компании Samsung. Роботы-пылесосы, умные холодильники, умные стиральные машины, что-нибудь там еще умное, много искусственного интеллекта. Все будет в этом видео. Ну, пойдем посмотрим, что нам приготовил Samsung. Робот-пылесос Samsung Bespoke AI JetBot Steam Ultra. Очень длинное название. Это новейшая разработка Samsung. Здесь много разных интересных фишек. Во-первых, это, конечно, интеллектуальная уборка, которая, работает на базе искусственного интеллекта. Пылесос не только различает предметы мебели, интерьера у вас дома, он даже может понять, что на полу пролита жидкость. Причем не просто жидкость, он еще и саму жидкость различает, прозрачная она или непрозрачная. Но это нужно для того, чтобы скорректировать алгоритм уборки, чтобы, например, не было перекрестного загрязнения. Пылесос поднимет мопы, вот эти круглые швабры, скажем так, не заедет в эту жидкость, а потом вернется и уберет ее отдельно. Ну, зависит от того сценария, который вы ему задаете в том числе. Дальше, по поводу очистки робота-пылесоса. Здесь все прям прокачано. Во-первых, эти мопы, они моются горячей водой, они стерилизуются паром, 100-градусный пар, и они сушатся тоже горячим воздухом. То есть здесь прям чисто-чисто в итоге, так говорит Samsung. Еще смысл в том, что, конечно, здесь автоматически опустошается пылесборник, то есть вы не участвуете в этом процессе. И если вы подключаете это все к водопроводу и канализации, то здесь еще автоматически удаляется грязная вода, наливается чистая. Этот робот-пылесос может преодолевать довольно высокие пороги, чтобы вы его сами не перетаскивали. Такие высокие коврики с высоким ворсом, это тоже для него теперь не проблема, потому что выезжают колеса, он приподнимается и едет дальше. Вот. Еще из фишек этого робота-пылесоса это максимальная защита от взлома, от несанкционированного доступа, потому что многие на самом деле боятся, что за нами следят через бытовую технику. Так вот, Samsung говорит о трехступенчатой защите в этом плане. В общем, робот-пылесос Bespoke AI JetBot Steam Ultra, конечно, он еще и управляется через мобильное приложение, полный контроль, сценарий работы, работа по расписанию. В общем, это все, конечно, тоже есть. Я вот сейчас держу в руках один из самых крутых беспроводных пылесосов в мире. Мы же канал о домашней технике, да? Да, поэтому у нас такие игрушки. Смотрите, это новый Samsung. И здесь много интересных инноваций. Во-первых, здесь прокачали мотор, поставили ему новый мотор, который в итоге выдает какое-то там космическое количество оборотов в минуту, по вращению. А еще он обеспечивает в итоге мощность всасывания до 400 аэроватт. Чтобы вы понимали, такую мощность всасывания дают вот эти обычные проводные наши напольные пылесосы. Да, между прочим. А это беспроводной пылесос. Это ответ тем, кто все еще считает, что беспроводной пылесос будет дополнительный пылесос, вспомогательный, и для всей квартиры его не хватит. Хватит, потому что тут еще до 100 минут работы, между прочим. И это еще не все. Телескоп. Это вот прямо такая история, которая должна быть в пылесосе, потому что под разный рост постройка. Еще один момент. Здесь интеллектуальная система уборки. Она в чем заключается? В том, что пылесос реально распознает, какое покрытие он набирает. Это не просто авторежим, когда пол-ковер. Нет. Он именно распознает покрытие за счет сопротивления щетки и давления воздуха, изменения. Он подстраивается максимально либо под ковровые покрытия, причем под разные ковровые покрытия с разным ворсом, либо под линолеум, либо, не линолеум, это, наверное, ламинат. Либо под такие какие-то не очень удобные для уборки покрытия, какой-то мат здесь, То есть максимально оптимизирует мощность, чтобы это и качество уборки поддерживало на высоком уровне, и это не мешало бы маневренности. Потому что, бывает, что пылесос так присасывается и неудобно с ним. А здесь, поскольку автоматически оптимизируется мощность, здесь этого не происходит. Я убираю, я практически не чувствую разницы, в автоматическом режиме, хотя у меня меняются покрытия. Это основные вещи. Конечно, здесь полностью автоочистка, это предусмотрено. Про главное я рассказал. Samsung Bespoke AI Jet Ultra модель, она точно будет в России. И уже есть даже.
теперь умный холодильник. Везде экраны. То есть все переходит на такую историю с экранами, потому что это максимально удобно. Потому что мы привыкли к смартфонам, все это листать и так далее. И здесь сделали большой экран, такой большой домашний хаб. Отсюда вы можете не только управлять холодильником. Да, вот сейчас, кстати, здесь видно то, что лежит в холодильнике, какие продукты. Ну, тут сейчас их нет, это такая демо-версия, но в целом в холодильнике есть камера, которая отслеживает, что вы кладете в холодильник, что вы забираете из холодильника. И дальше это все выдается у вас либо на смартфоне через SmartThings Samsung, либо здесь на большом экране холодильника вы видите продукты, вы знаете их сроки хранения, вам предлагаются рецепты, вы можете все это в магазине посмотреть, да, то есть посмотреть то, что у вас лежит в холодильнике, и докупить то, чего нет, или не ошибиться и не купить там третий пакет молока. Это важная, удобная функция, между прочим. Это все такой большой домашний хаб. Реально большой домашний хаб. Здесь вы можете полностью управлять любой бытовой техникой, на которой у вас, собственно, завязано на SmartThings. А SmartThings — это не только бытовая техника Samsung, там еще много других производителей, партнеров. Особенно в Европе там это хорошо работает. В Европе, в Корее, в Штатах. Можете делать все, что хотите здесь, и посмотреть ютубчик, и выйти в интернет, и какие-то заметки, и погода, и, в общем, все-все-все. То есть такой один большой экран, который становится реально домашним таким семейным хабом. Ну и холодильник. Вернемся к нему. Здесь, кроме камеры, еще из интересного, именно в этой версии, еще центр приготовления напитков. То есть вы можете здесь в кувшинчике готовить лимонад, он с наполнением, то есть поставили, у вас налилась вода именно столько, сколько нужно. Ну и здесь, соответственно, прохладная вода тоже. Но главное, конечно, то, что холодильник, избрали таким реально центром кухни, центром дома с большим экраном, откуда можно всем чем угодно дома управлять и вообще развлекаться как угодно. Тут еще одна фишечка, чуть не забыл про нее. Вы можете управлять голосом. Hi Bixby, open the door, please. Да, то есть вы пришли к холодильнику, у вас что-то такое, значит, пакеты или что-то блюдо какое-то в руках. Вы ему сказали, открыть дверь и стоите, автобус ждете. На самом деле довольно быстро. Поставили, значит, в телефоне посмотрели, что вы поставили. В общем, смысл в том, что это еще и голосовое управление. Я думаю, там какие-то еще есть команды для него. Family Hub, любые развлечения, контроль бытовой техники, контроль продуктов и еще голосовое управление. Hi Bixby, open the door, please. Вы пришли с бельем, да, вам нужно открыть дверь. И сейчас мы подождем, пока Биксби откроет. Нормально, открыл дверь, и вы, значит, все ваши вещички раз сюда. А здесь, между прочим, сюда помещается до 18 килограммов по стирке. Это стирально-сушильная машина на Samsung Bespoke AI Laundry Combo. У нас есть рассказ про первую версию этой стиральной машины, большой обзор, мы первыми в России ее отсняли. А это как бы такая уже немножко прокачанная, типа second generation, второе поколение. Тут и есть голосовое управление. Кроме того, что вы можете попросить его открыть дверь, вы можете голосом запустить любую стирку, любую программу и так далее. И это все интегрировано, конечно, вместе со SmartThings, то есть вы можете или подойти к стиральной машине, или через SmartThings голосом это все проработать. То есть максимально облегченное управление стиральной машиной. Можно реально не прикасаться. Забросил вещички и там что-то сказал, и пошел гулять, и так с ней общаешься. Это стирально-сушильная машина с тепловым насосом. Да, то есть здесь такая максимально возможная энергоэффективность. На сегодняшний день с нынешними технологиями здесь еще достигается, реально такая бережная стирка, да, возможно, потому что тепловой насос, потому что могут быть более низкие температуры, это актуально для разных вещей самых. Здесь, конечно, автодозировка есть, да, сюда, по-моему, сюда все это заходит, наливается, автодозировка моющего средства, автодозировка кондиционера. Это все можно делать, причем, кондиционер можно вообще сюда налить, если нужно, а здесь сделать два моющих средства, потому что, мы же разными обычно пользуемся моющими средствами. В общем, да, еще из фишек здесь есть ворсовый фильтр большой. В стирально-сушильных машинах обычно это проблема, потому что ворс скапливается там, где не нужно. Здесь не скапливается, вернее, здесь он скапливается в этом фильтре. Вы его вытаскиваете и потом удаляете. Это сильно влияет на срок службы стиральной сушильной машины, собственно, в лучшую сторону. Из неумного в этой стиральной машине
только вот этот ящик. Ну как, он вообще тоже пригодится, да, это так по-умному сделано, но он просто открывается. Кстати, интересно, почему не сделали так, чтобы Bixby тоже через Bixby открывался этот ящик, это реально было бы удобно. Я думаю, продумают. Еще это просто такая опциональная ящик-подставочка к этой стиральной машине. Bespoke AI Laundry Combo, стиральная сушильная машина Samsung. Конечно, это все, опять же, повторюсь, интегрировано в умный дом Samsung. То есть вы вот этой стиральной машиной можете легко с вот экрана холодильника, например, управлять. И, наверное, и наоборот можно как-то сделать, но с экрана холодильника точно можно. То есть все такое заменяемое, все максимально вот удобно для пользователя. Вот по мнению компании Samsung, а вы ваше мнение пишите в комментариях. Ну, я когда говорю про Family Hub, Samsung Family Hub, это же про всю семью. Вот, например, у вас мама, и вы можете, ну, наблюдать, ну, не то чтобы за ней наблюдать, а просто контролировать, чтобы все было хорошо. Например, техника Samsung, она отслеживает, как ей пользуется. То есть, если, например, мама не открывала холодильник долгое время, холодильник напишет вам на смартфон или на умные часы, что вот такая история, мной никто не пользовался долгое время. Или там стиральная машина, никто не стирал долгое время. И это позволит вам проконтролировать, все ли хорошо, например, с вашей мамой, позвонить ей, узнать, упс, а мама на самом деле читает книгу и холодильник зря беспокоился. Но это такой нужный очень во многих ситуациях контроль и, ну, забота практически. Да? Это позволяет вам более смысленно заботиться о членах своей семьи. И еще, family — это же и наши близкие домашние животные, наши любимые. Здесь тоже это предусмотрено. Например, вы вешаете на ошейник собаки брелок Smart Tag, и вы уже в курсе, чем, по сути, занималась ваша собака, где она была, потому что вы можете отслеживать ее перемещение, сколько она гуляла, да, достаточно, недостаточно. И вот, кстати, о том, достаточно или недостаточно гуляла. Например, ваша собака засиделась дома, забыли с ней погулять, она начинает возбуждаться, лаять, и когда она начинает лаять, это фиксируется. И вот робот-пылесос, он выезжает, у него есть камера, и он начинает вам показывать, что происходит. Более того, сама система вот умного дома, Family Hub, она анализирует, почему, собственно, ваша собака вот так возбуждена и лает. Оп, смотрит, а с ней давно не гуляли. И отправляет вам сообщение, что с собакой нужно погулять. Вы позвонили маме, которая зачиталась книжкой, и попросили ее погулять с вашей собакой. Ну, вот такой вот контроль. Вот это на первый взгляд все кажется немного таким замороченным, но когда ты погружаешься и начинаешь этим реально пользоваться, то понимаешь, что, ну, это очень круто и помогает вот реально в жизни. Ну вот все, о чем я вам сейчас рассказал, умные стиральные машины, умные холодильники, умные роботы-пылесосы — это часть одного большого умного дома. И вот продолжение на стенде Samsung. Умный сон, можно сказать. Для того, чтобы мы с вами хорошо спали, Samsung, собственно, придумал то, как это все обеспечить. То есть вы приходите в спальню, у вас уже кондиционер подготовил, ну, оптимальную температуру. У вас очиститель воздуха, значит, очистил воздух. У вас телевизор, который, ну, включается в тех режимах запрограммированных, которые вы там заранее запрограммировали, да, которые вам важны перед сном. У вас опускаются жалюзи, у вас приглушенный свет. Ну, то есть создается такая атмосфера, обстановка для быстрого и приятного засыпания. И это тоже часть умного дома. Это все можно настроить, опять же, в мобильном приложении, и дальше просто пользоваться и получать удовольствие, зная, что, ну, вы создаете себе максимально комфортные условия с помощью умного дома, умного сна. Energy saving, экономия электричества, вообще ресурсов – это тема, над которой у нас в России принято подхахатывать. Ну, типа, да ладно, что там экономить, да, у нас нормально все. Не знаю, как у вас, ребята, у меня счета за электроэнергию, они постепенно растут, и это ощущается. Один из элементов умного дома Samsung – это как раз максимальный контроль энергопотребления. То есть вы можете так запрограммировать, создать такие сценарии, когда техника реально будет потреблять минимум электроэнергии. То есть у вас, например, стирка будет происходить только когда, ну, у вас самая дешевая электроэнергия. Холодильник будет работать в таком оптимальном режиме, когда и электроэнергии потребляется не слишком много, и при этом продуктам норм, они нормально хранятся. Ну, в общем, любые электроприборы, это все можно контролировать и настроить схемы их работы через мобильное приложение SmartThings, чтобы в итоге получить, ну, максимально возможный комфорт и, ну, скажем так, снизить энергопотребление и оплату за него.
Ух, а вот это прям то, что я очень люблю. Art TV Samsung. Art TV, у меня дома два телека Samsung, но ни один из них не Art. Вот эти матовые экраны. Вот закончили вы смотреть телевизор, у вас не просто черный экран, а какое-нибудь произведение искусства. И вы так ходите по дому и кайфуете. Это правда очень круто и очень красиво выглядит. А Samsung Glare Free — это технология, которая позволяет минимизировать отражение на экране телевизора. Вот смотрите, вот этот телевизор, он без этой технологии, и вот эти лампы, практически, это все отражается. А вот здесь, если вы посмотрите, вот под каким бы углом на это не смотреть, лампы не отражаются. Не отражается диван, не отражаюсь я, хотя вот так вот машу руками. Ну, в общем, по-моему, это очень крутая технология, реально улучшает, повышает качество жизни. Просто посмотрите на это. Это тоже телевизоры. Абсолютно прозрачные телевизоры. Я не знаю, куда они дели всякие микросхемы, вот эти проводки, все это. Это телевизор, который вот так вот может работать у вас дома. Ну, сейчас это немножко будущее, конечно, еще. Но в целом, кто знает, может быть, лет через 5-10 это будет, если не в каждом доме, то в некоторых домах. И вот еще один прикольный формат. Kick It The Moving Style. Да, вы можете, во-первых, смотреть такой телевизор, ну, как угодно, в каком угодно режиме и формате. А кроме того, вы можете его взять и перенести в любую комнату и смотреть его где удобно. Ну, вот так вот в руке он еще работать будет у вас при этом. Ну вот так, смотрите, можете еще вот так его поставить. То есть реально как удобно. Ну, такой прикольный формат. Смотрите, мы здесь нашли вот такие 3D-мониторы. Я, честно говоря, такого не видел. А камера может не передавать вот вся съемка всего эффекта, но это реально вау-эффект. Вы как вот стереоизображение смотрите. Такое 3D-игра, это прям круто. Вот я в начале видео говорил, что Samsung — это всегда такой вайб высоких технологий. И мне кажется, с этим сложно спорить вот после этого видео. Но если хотите, спорьте в комментариях. В спорах рождается истина и вообще прогресс. Это Тостер, у нас много интересного в домашней технике. Подписывайтесь.